Обычная домашняя кошка украла всех цыплят у соседской курицы. Когда владельцы домашних животных узнали истинную причину, они были шокированы. Ларри была необычной кошкой. Ее мех цвета карамели и мерцающие изумрудные глаза было трудно не заметить. Однако ее отличали не только физические данные. Ларри была воплощением материнского инстинкта, который превосходил обычное поведение кошек. Семья Смитов, состоящая из Мэри, Дэйва и их дочери Келли, предложила Ларри приют, когда она была еще котенком. Они обнаружили ее, дрожащую от холода и страха, спрятавшейся в картонной коробке возле продуктового магазина. Келли, девочке тогда было всего 8 лет, сразу же влюбилась в маленького котенка и умоляла родителей усыновить ее. Первые недели в ее новом жилище были тяжелыми для Ларри. Она пряталась под кроватью, выбираясь наружу только после наступления темноты, чтобы подкрепиться. Келли проявила огромное терпение, проведя бесчисленное количество часов на полу рядом с кроватью, нежно уговаривая котенка. В конце концов, Ларри начала доверять своей новообретенной семье. С возрастом Ларри продолжала развиваться как личность. Зарекомендовав себя как невероятно умная и любознательная кошка, Ларри вскоре овладела искусством отпирать двери, включать свет и даже приносить школьный рюкзак Келли по утрам. Со временем Ларри проявила удивительное сострадание к другим существам. Когда Келли однажды пришла домой с раненым воробьем, Ларри сразу же взяла на себя роль сиделки. Она провела бесчетное количество часов у ящика, в котором находилась птица, бдительно охраняя ее и даже пытаясь предложить ей пищу. Благодаря заботе Ларри птичка поправилась и смогла снова летать. Однажды, во время сильной бури, гнездо с беличьими птенцами упало во двор Смитов. Не обращая внимания на сильный ливень, Ларри бросилась навстречу потопу и старательно перенесла каждого птенца в безопасное место на крыльце. Она заботилась о них всю ненастную ночь, пока дождь не прекратился, что означало возвращение их матери. Ларри зарекомендовала себя как настоящая жемчужина этого района. Жители часто заглядывали в дом Смитов, чтобы оценить исключительную кошку. Детям нравилось общаться с ней, и это чувство было взаимным. Однажды Мэри заметила, что Ларри ведет себя странно. Кошка часто сидела у окна, печально глядя на горизонт. У нее пропал аппетит, и она казалась угрюмой. Обеспокоенные, Смиты решили обратиться к ветеринару. Ветеринар раскрыл тайну. Ларри была с котятами. Это известие вызвало бурю эмоций в семье. Келли с энтузиазмом отнеслась к идее завести маленьких котят. Мэри беспокоилась о благополучии Ларри, в то время как Дэйв уже решал, как они будут ухаживать за своими новыми компаньонами. Предстоящая неделя была посвящена приготовлениям к появлению на свет котят. Келли соорудила уютное убежище из использованных подстилок и подушек. Дэйв раздобыл специальные питательные вещества для будущих мам, а Мэри постоянно следила за состоянием Ларри. Затем наступил день родов. Забившись в угол сарая, Ларри освободила людей от их помощи. Семья с нетерпением ждала вестей, время от времени слыша тихое мурлыканье, доносившееся из сарая. Через несколько часов Ларри вышла из дома, выглядя усталой, но грациозной. Но, к удивлению Смитов, котята не следовали за ней. Дэйв осторожно заглянул в уютное гнездышко, которое Ларри соорудила для себя, и его настроение упало при виде этого зрелища. 3 крошечных котенка лежали бездыханными. Они родились мертвыми. Ветеринар, которого вызвали немедленно, объяснил, что такое явление не является чем-то необычным, особенно у молодых кошек. Ларри была безутешна. Она не хотела покидать свое гнездышко, постоянно облизывая котят и пытаясь согреть их. Смиты не знали, как облегчить горе своего любимого питомца. Они пытались отвлечь ее игрушками и лакомствами, но Ларри была равнодушна к их усилиям. Прошла неделя, и Ларри наконец покинула свое убежище, но в ней больше не было той энергии, которую помнил Дэйв. Она стала молчаливой и замкнутой. Часами напролет она сидела у окна, глядя в никуда. Келли пыталась вовлечь ее в игру, но безуспешно. Мэри и Дэйв все больше беспокоились о самочувствии Ларри. Они обратились за советом к ветеринару, пытаясь найти способы помочь кошке справиться с ее мрачным настроением. Келли даже начала разговаривать с Ларри в надежде, что ее голос сможет успокоить встревоженную кошку. Затем, в один из знойных летних дней, все изменилось. Играя во дворе, Келли услышала странный звук, доносившийся из-за забора. Подойдя ближе, она заметила Ларри, держащую в зубах цыпленка. Крошечного, пищащего, желтого цыпленка. Келли была ошеломлена. Позвонив своим родителям, все Смитов вскоре в шоке наблюдали,
как Ларри осторожно положила цыпленка на траву, обнюхивая его, как своего котенка. Смиты были ошеломлены. Они были в недоумении относительно происхождения цыпленка и того, как лучше поступить. Дэйв предложил вернуть его домой, обратиться к властям или в центр по уходу за животными. Но Мэри не захотела. Наблюдая за тем, как ласково он ведет себя, Ларри ухаживала за цыпленком и не хотела разлучать их. Пока взрослые спорили, Келли принесла из их дома детскую корзинку и мягкое одеяло. Она осторожно положила цыпленка в корзинку, и Ларри тут же запрыгнула в нее, уютно устроившись рядом с крошечным существом. Мэри и Дэйв были тронуты этим нежным жестом и решили ненадолго оставить цыпленка у себя. Последующие дни были наполнены суетой и нетерпением. Смиты распространяли по округе листовки о недавно обнаруженном цыпленке, но ответа не последовало. Между тем, исключительная забота Ларри о цыпленке заслуживала похвалы. Она постоянно была рядом с ним, нежно подталкивая его носом и согревая своим телом. Келли была ошеломлена, увидев, что Ларри начала ухаживать за цыпленком, словно он был ее детенышем. Несмотря на межвидовые различия, Ларри на удивление легко подружилась с цыпленком. Семейный ветеринар, с которым консультировались Смиты, был поражен этим необычным случаем и отметил, что такие случаи, хотя и очень редкие, на самом деле вполне вероятны. Ларри грела малыша каждый час, даже просыпаясь в предрассветные часы, демонстрируя подлинную материнскую преданность. На третье утро после их первого сюрприза с появлением цыпленка Ларри снова исчезла. Смиты не придали этому особого значения, предположив, что кошка отправилась на прогулку. Однако, вернувшись, она держала в зубах еще одного цыпленка. Этот новичок был немного крупнее первого и щеголял пушистыми перьями, похожими на золотистое облако. Ларри подвела его прямо к корзинке с первым птенцом и с такой же нежностью начала ухаживать за ними. Теперь Смиты были совершенно сбиты с толку. Откуда Ларри брала этих птиц? И зачем она приносила их домой? Дэйв начал размышлять о том, что соседская курица недавно снесла кладку и по какой-то необъяснимой причине не захотела ухаживать за своими птенцами. Мэри подумала, не посоветоваться ли с соседями о недавних появлениях цыплят. Но прежде чем у них появился шанс, Ларри подарила им третьего птенца, за которым последовали четвертый и пятый. К концу недели их жилище превратилось в убежище для 5 крошечных пищащих цыплят, и все они находились под бдительным присмотром Ларри. Ларри проявила исключительную изобретательность в уходе за своим необычным выводком. Но, несмотря на ее неустанные усилия согреть всех 5 цыплят, одной ее заботы было недостаточно. Осознав эту реальность, Келли начала кормить цыплят из маленькой пипетки специальным питательным раствором. Ларри как будто понимала необходимость дополнительного питания и терпеливо ждала, пока Келли покормит каждого птенца, а затем деликатно подталкивала их носом, как бы завершая процесс. Слухи о том, что Ларри стала приемной матерью цыплятам, быстро распространились по всей округе. Соседи начали замечать это чудо природы. Некоторые хвалили Ларри, называя ее героиней, в то время как другие проявляли опасения и подозрительность. Миссис Паркер, пожилая женщина, жившая напротив, призналась, что видела, как Ларри поздно вечером бродила по улице с решительным видом. Она начала распространять предположение, что кошка тайком приносила чужих птенцов. Мистер Родригес, владелец местной пекарни, напротив, был очарован Ларри. Он каждый день приносил крошечные булочки и зерна для птенцов, считая, что такая замечательная семья заслуживает заботы. Дети из соседних домов постоянно просили о визите, чтобы посмотреть на необычную семью. Келли с гордостью рассказывала им, как замечательно Ларри ухаживала за цыплятами, описывая каждого птенца, будто он был ее братом или сестрой. Тем не менее, не все шло гладко. Забота о 5 цыплятах и кошке начала тяготить Смитов. Расходы на содержание, корм и консультации у ветеринара начали расти, и в их доме постоянно звучали пищащие голоса птенцов. Дэйв и Мэри начали расходиться во мнениях о том, какие шаги предпринять дальше. Напряжение распространилось не только в семье Смитов, но и по всей округе. Некоторые соседи начали обсуждать необходимость вмешательства служб по контролю за животными. Они опасались, что Ларри может представлять угрозу, если действительно приносит птенцов из чужих гнезд. Дэйву начало казаться, что за ними наблюдают с соседнего участка. Он видел, как прохожие шепчутся и указывают на дом. Однажды он даже заметил мужчину с фотоаппаратом, который фотографировал их двор из своей машины.
Мэри была на грани. Она обожала Ларри и птенцов, но постоянные проверки и критика начали сказываться на ее нервах. Она избегала выхода на улицу, чувствуя на себе неодобрительные взгляды. Став свидетельницей страданий своих родителей, Келли решила вмешаться. Она начала собственное расследование, намереваясь выяснить, откуда Ларри приносит цыплят. Девочка подолгу стояла у окна, наблюдая за кошкой, надеясь выследить ее маршрут. Ларри, напротив, казалось, совершенно не обращала внимания на происходящее. Она продолжала ухаживать за цыплятами, грея их и защищая. Птенцы, в свою очередь, пытались подражать ее движениям, перебирая лапками и забавно пытаясь умываться, как кошка. Однажды вечером, когда напряжение достигло предела, в дверь Смитов постучали. На пороге стоял сотрудник полиции в сопровождении нескольких обеспокоенных соседей. Он сообщил, что хочет обсудить ситуацию с Ларри и цыплятами. Смиты пригласили офицера в дом. Их сердца колотились от страха, не зная, чем закончится визит. Однако они решили защищать Ларри и ее необычную семью до конца. Полицейский прошел в гостиную, где Ларри лежала в просторной корзине с 5 птенцами, аккуратно укрытыми теплым одеялом. Увидев это, даже суровый офицер не смог сдержать удивления. Он внимательно осмотрел Ларри и цыплят, расспросив Смитов об их происхождении. Семья рассказала все, что знала, включая случайное спасение Ларри. В этот момент Келли, до этого молчавшая, сделала шаг вперед. Она поделилась своими наблюдениями и сообщила, что видела, как Ларри часто кралась к полуразрушенному дому на окраине. Заинтересованный офицер решил проверить информацию. В сопровождении Дэйва они направились к указанному дому, оставив Мэри и Келли приглядывать за Ларри и ее подопечными. Когда они вернулись час спустя, выражения на их лицах были серьезными. Внутри дома они обнаружили слабую, больную курицу, которая недавно вывела птенцов. Она была слишком истощена и не в силах ухаживать за малышами. Все встало на свои места. Ларри, движимая материнским инстинктом, не похищала птенцов, а спасала их. Она переносила их по одному, понимая, что за один раз всех не унести. Весть о героическом поступке кошки, спасшей осиротевших птенцов, молниеносно облетела весь район. Отношение к Смитам и Ларри резко изменилось, и люди стали предлагать помощь. Добрый ветеринар согласился бесплатно лечить курицу, пока Ларри продолжала заботиться о ее потомстве. Соседи с восхищением наблюдали за тем, как кошка ухаживает за цыплятами. История попала в интернет, собрав миллионы просмотров. Люди со всего мира делились восторженными комментариями, называя Ларри примером безграничной доброты. Когда курица окрепла и смогла снова принимать участие в жизни своих птенцов, Ларри удивила всех. Она позволила биологической матери сблизиться с малышами, но продолжала оставаться рядом, играя роль нежного опекуна. Это трогательное поведение не только изменило жизни Ларри и спасенных цыплят, но и повлияло на все сообщество. Люди стали добрее, стали чаще помогать друг другу. В местном приюте для животных резко возросло количество усыновлений. А Ларри стала символом того, как любовь и забота способны преодолеть любые границы, даже между видами. Она напомнила всем, даже в самые трудные времена доброта способна творить настоящие чудеса.